Приветствую тебя, зритель, и добро пожаловать на мое следующее видео, которое посвящено изучению языка программирования C++. И темой сегодняшнего видео станут перечисления или enumerations, если по-английскому, да, как они звучат. Вот, перечисления — это тема очень такая специфическая, очень интересная, и я считаю, что заслуживает пристального внимания. Вы знаете, ребят, я вам так скажу, что когда я изучил впервые вот перечисления, я помню еще, янамы, также классы перечислений, да, янам классы, и потом почти сразу это произошло, я изучил структуры и классы обычные, да, именно ООП, мы пока ООП не проходили, но тем не менее, просто очерк такой, да, на мое обучение. Я не понял вообще, зачем нужны перечисления. То есть я как-то подумал, есть классы, структуры, все тут ООП там варится, вроде все нормально. Я вообще не понял, зачем. То есть зачем и почему. И вот, знаете, много говорить нет смысла про перечисления. Нужно открывать редактор, и я вам покажу конкретные примеры, как перечисления могут быть использованы. И более того, сейчас я покажу примеры на основании тех материалов, которые я вам уже дал в уроках, а потом, скорее всего, я еще вернусь к перечислениям, и с учетом проделанного пути, который мы совершим в ООП, мы еще раз переоткроем эту тему заново, как не переоткроем, а скорее просто ее наполним, да, дополним дополнительной информацией. Давайте открываем редактор, заходим в директорию, которую я предварительно подготовил, как всегда, как обычно, я молодец. Вот. И для начала давайте объявим перечисление, да, объявим enumeration. Делается это очень просто, с помощью ключевого слова enum, то есть сокращенно от enumeration, просто enum. А далее вы пишете имя перечисления, оно отвечает всем правилам, в принципе, идентификаторов, то есть даете, допустим, назовем, пускай, что у нас там в этом перечислении будет храниться. Я подготовлю, наверное, почву под то, что мы будем выбирать вызов определенной функции с помощью этого перечисления, и поэтому мы назовем его mat. Или, знаете, даже давайте так более полно, mat functions. Вот так. И смотрите, в чем петрушка. Мы открываем фигурные скобки, это будет как бы тело, да, перед самого enumeration, можете так это пока воспринимать. Обязательно ставим после закрывающей фигурной скобки точку с запятой. И вот внутри самого перечисления мы, собственно, перечисляем. Перечисляем все то, что должно относиться к нашей как бы предполагаемой категории математических функций. Допустим, мы хотим, давайте сначала даже функции объявим, сейчас быстренько. Допустим, мы хотим объявить 4 самых базовых функции, первая из которых складывает, да. Так, сложение у нас sum, например, будет называться value 1, int value 2. Соответственно, возвращает результат 1 плюс value 2. Вот, и аналогичных 3 функции сделаем простейших, да. Это будет отнимать, это будет делить, а это будет умножать. И получается здесь у нас вычитание, здесь у нас деление и здесь умножение. Все. То есть мы имеем простейшие математические функции. Одна типа складывает, другая вычитает, делит. Опять я на эти грабли наступил, да, сори, тогда будет divide. Ладно, давайте, я уже натыкался на конфликт с именами из стандартных каких-то штук, наверное, из стрима. Вы это могли наблюдать, если проходили урок по сорсам и хедрам, наверное, про расширение проектов. На тот момент вы будете уже проходить, надеюсь. Так, divide, давайте я полностью это назову. Summarize, это так пишется, я надеюсь, не знаю, я, возможно, ошибусь, ребят, не обессудьте. Subtract, по-моему, и multiply. Кажется, это так на английском должно звучать. Все, 4 простейшие функции, и вот в перечислении мы должны как бы перечислить типы наших функций, да, то есть с помощью перечисления мы сейчас будем выбирать конкретную функцию в нашей логике. Я сейчас покажу, как это делать. Пока что просто мы должны, я сейчас вас учу, как объявлять перечисление, от какой логики нужно отталкиваться. То есть, допустим, если у вас есть набор каких-то функций, которые
объединены в единую логику, то есть они выполняют какие-то похожие задачи. Например, у вас есть набор математических функций, как вот сейчас, да? Вы просто берете, объявляете перечисление. Кстати, хорошим тоном считается в перечислении объявлять сами перечисления с помощью, ну, больших букв, то есть капсом все. Давайте первое, summarize, через запятую, да, идет, subtract, divide и multiply. Тут можно ставить запятую, можно не ставить, то есть как хотите, как вам больше нравится. И смотрите, давайте пока что не будем обращать внимание на наши функции и просто скажем, а как мы можем объявить инстанс, да, то есть создать экземпляр нашего перечисления. Для этого нужно воспользоваться нашим идентификатором самого перечисления, то есть MathFunctions, и далее указать любой идентификатор произвольный. Например, я хочу создать инстанс для функции summarize. Ну, допустим, назовем также просто маленькими буквами summarize. И инициализируем наше перечисление с помощью униформы инициализации в фигурных скобочках самим вот этим перечислением summarize. То есть, смотрите, еще сразу важная такая особенность. Перечисление внутри самого, да, enum у нас самого перечисления, то есть внутренние его вот эти поля, они, кстати, да, запоминаем уже, что это называется поля, вам это, в принципе, часто придется слышать, когда мы будем проходить ОП, то есть можете называть вот это полями перечисления. То есть они имеют глобальную область видимости. Видите, мы даже отсюда, вот, мы это перечисление, ну, как бы поле перечисления видим. Это очень важно, потому что в этом большое отличие между обычными перечислениями и перечислениями классами, которые мы будем разбирать уже в следующем уроке, мы будем разбирать enum класс. Но пока здесь, да, пока остаемся на обычных перечислениях, запоминаем, что поля глобальную область видимости имеют, то есть видно отовсюду абсолютно. Это иногда хорошо, иногда очень нехорошо, то есть нужно понимать, что мы можем и конфликт имен словить, и всякое. Я, кстати, ловил один раз конфликт имен с перечислением и, по-моему, define макроса у себя прям в проекте, прям реально такой кейс был. Так вот, мы объявили наш инстанс, то есть конкретный образец нашего перечисления с помощью идентификатора самого перечисления, указали идентификатор конкретного образца summarize и инициализировали его полем нашего перечисления summarize. И вот теперь смотрите, а что нам с этим делать, да, то есть, а что хорошего нам дает такого перечисления? С помощью него мы можем организовывать логику и выбирать как бы, то есть мы можем осуществлять, например, ветвление очень удобно. Мы пока не проходили такие понятия, как полиморфизм, поэтому я не буду, так скажем, ну не буду, ладно, не буду вам забивать голову. В общем, пока воспринимайте так, что мы можем осуществлять очень удобное ветвление, например, делать какой-то выбор по категориям и так далее, когда мы эту категорию выделяем логически, то есть по логике этой категории вот в такое перечисление, как мы сделали это сейчас с математическими функциями. Вот, и смотрите, еще такой момент, что по сути перечисление, каждое поле перечисления, оно не просто так называется перечислением. У него есть значение целочисленное, начиная с нуля. То есть каждое перечисление, видите, я навожу, мне даже LSP сейчас показывает. Вот, смотрите, сейчас только что показывал. Вот, видите, у меня появилось окошечко, написано value равно 0. То есть у этого перечисления, давайте я даже вам докажу это сейчас, выведя... Вот, и докажу, что как раз глобальная область видимости. Ну, в принципе, это и тут понятно. Давайте я терминал больше сделаю. Зайдем сюда и скомпилируем нашу программу. Видите, перечисление summarize имеет значение 0. Сейчас посмотрим subtract, увидим следующее. То есть они считаются в прямом смысле, на единицу становится больше. И это тоже важный момент. Но смотрите, первое, что мы можем сделать, самое вот простейшее, мы объявили инстанс, да, summarize. Наделили его значением, то есть проинициализировали с помощью нашей униформной инициализации полем summarize. То есть это мы инстанцировали, это называется инстанцирование, сделали образец нашего перечисления. А теперь мы можем организовать следующую логику. Мы можем, например, банальное условное ветвление с помощью оператора условного ветвления if сделать и проверить, равен ли summarize вот этому самому summarize конкретному полю, да,
То есть будет ли он равен ему? Давайте напишем correct, допустим, будем выводить. А если это не так, то в противном случае выводим incorrect. Что это? А, это я куда-то LSP-шечкой залетел. А, все аут. Ладно, это хорошо, конечно, но нам сейчас не надо. И запустив программу, скомпилировав ее, запустив, мы видим, что да, то есть действительно Summarize, так как мы его инициализировали перечислением, ну, полем Summarize, он как бы равен Summarize. Если мы можем убедиться, если мы сейчас проверим на divide, перекомпилируем, запустим еще раз программу, видим, что incorrect. То есть мы, во-первых, можем осуществлять ветвление, очень круто. Но это, смотрите, это простенький такой пример, примитивный. А вот теперь мы вернемся к нашим функциям и сделаем такую штуку. Давайте воспользуемся свитчом. Я надеюсь, вы уже знакомы с такой штукой, как switch. Это один из там первых моих уроков. Если нет, то обязательно посмотрите. Это очень важная штука. Кстати, вот как раз с перечислениями свитчи очень часто комбинируются и осуществляют вот такую логику, которую я вам сейчас продемонстрирую. Ну, подобную, да, логику. Так, и давайте воспользуемся оператором switch и передадим сюда наш инстанс перечисления. Он уже ругается, что я не все варианты обработал, но ничего, сейчас мы обязательно их обработаем. Ну, допустим, мы объявим здесь две переменные, любые произвольные, интовые, да, там, пускай будет variable 1, который равен там 100, и variable 2, который равен там 290, например. Вот. И здесь, ребят, знаете, надо такую штуку сделать, я думаю, поменять все-таки у инстанса идентификатор, потому что он сейчас совпадает полностью с идентификатором функции нашей, и это будет далее, на мой взгляд, не совсем прозрачно и удобно. Давайте вот так просто сам назовем его, чтобы отличалось от идентификатора как раз-таки нашей функции сложения. Вот, и далее мы перечислим все кейсы в нашем switch кейсе. То есть мы проверяем, чему равно наше перечисление, наш инстанс. Если равно summarize, то мы вызываем нашу функцию сложения и передаем в качестве аргументов наши объявленные только что переменные. Делаем break, все. И далее то же самое для остальных вариантов, да, для каждого перечисления и, соответственно, для каждой функции. И вот такое. И я думаю, что вы уже догадываетесь, да, что будет происходить. Мы соберем программу еще раз, воспроизведем ее и увидим, что у нас вызвалась именно функция summarize. То есть с помощью перечисления инстанса, да, проинициализированного значением и потом сравнения с этим значением, полем, да, мы вызвали конкретную функцию. То есть мы как бы выбрали конкретную логику. Это очень удобно. Но смотрите, это еще не все. Перечисление позволяет, так как оно является еще и целочисленным, да, вспоминаем, что когда мы пытались выводить в консоль, то нам выводилось конкретное просто целочисленное значение перечисления, и начинается оно с нуля, то есть 0, 1, 2, 3 и так далее. То есть сейчас мы можем здесь в кейсах вместо имен полей поставить буквально целочисленные значения и выбирать с помощью них, но при этом инстанс перечисления мы не меняем. И скомпилировав и запустив программу еще раз, мы видим, что имеем тот же самый результат. То есть мы можем прямо с целочисленными значениями сравнивать. В этом можно убедиться легко. Вот сейчас поменяем, допустим, summarize на multiply, да. Попробуем еще раз запустить. Видим то, что все корректно. То есть у нас вызвалась функция умножения, умножилась 100 на 290, и мы получили, соответственно, 290 тысяч. То есть мы можем как по имени поля, да, перечисления,
выбирать, так и при этом можем просто с помощью целочисленного значения выбирать. Это очень удобно. Все, ребят, в принципе, я считаю, что базовой информации с перечислением вам пока достаточно. То есть с помощью них можно вот так удобно осуществлять ветвление, какой-то выбор логики и так далее. И знаете, что мы еще вернемся к этой теме после того, как изучим ООП. Мы поглубже как бы разберем все эти моменты, мы еще посмотрим, какие есть варианты использования перечисления. Это очень мощная штука, очень мощная концепция, мы обязательно к ней еще вернемся. Изучите, пожалуйста, как следует перечисление, то есть чтобы у вас никаких вопросов с ним не возникало. Да, она, в принципе, базовая и несложная, то есть, но зато очень мощная в связках со всякими классами, структурами, свечами, там, циклами и прочее. Короче, это потом вы в этом обязательно убедитесь. Я тоже, поверьте, не сразу это осознал, не сразу понял, но ничего, все с опытом обязательно придет. Ребят, спасибо большое вам за просмотр. Если вам нравится мой контент, поставьте, пожалуйста, мне лайк, подпишитесь на канал. Напоминаю, что я еще стримлю на Twitch. Вы можете найти ссылочку в описании под каждым моим последним, ну вот из последних, да, видео на мой канал на Twitch. Заходите, пожалуйста, пообщаемся, задавайте вопросы, если что. Да, не забывайте, кстати, колокольчик нажимать, потому что я выпускаю много контента и буду много контента выпускать, так что если нравится, то подписывайтесь обязательно, контента будет море. Все, еще раз, также, да, забываю постоянно, если что, в комментарии, ребят, я всегда открыт к адекватной критике, пишите комменты, если есть, допустим, пожелания какие-то, если вы хотите увидеть какой-то новый контент на моем канале, связанный с IT, а может быть, и не только с IT, не знаю, я рассмотрю как бы все варианты, и к адекватной критике я всегда отношусь нормально, так что милости прошу. Все, ребят, еще раз спасибо вам большое за просмотр, удачи вам в обучении, пока.